Приветствую вас, друзья! Скажите честно, как часто за последнее время вы ловили себя на мысли, что бесконечные отчеты, счета, новости о налогах и рабочая рутина просто выжимают из вас все соки? Наверняка каждый первый. В такие моменты хочется нажать кнопку паузы и как-то заземлиться. Но как? На спа-салоны нет времени, а обычные прогулки уже не спасают. Сегодня я хочу предложить вам весьма нестандартный, но, как оказалось, мощный способ снять стресс. Мы отправляемся в контактный зоопарк в Каунасе. Знаю, что многие привыкли считать такие места развлечением исключительно для детей, но я решила провести эксперимент на себе и проверить, способен ли контакт с животными перезагрузить уставшего человека. Давайте вместе зайдем внутрь, разберем главные предрассудки и ответим на самый важный вопрос. Что конкретно вы получите от этого визита? Когда взрослый человек думает о контактном зоопарке, тем более, что этот находится прямо в торговом центре Мега, в голове сразу возникают два главных предрассудка. Первый и самый частый вопрос – пахнет ли там? На удивление, нет. Запаха здесь нет вообще. Система вентиляции и уборка работают настолько четко, что вы чувствуете себя просто в чистом кондиционируемом пространстве. Это огромный плюс, потому что специфические запахи могли бы испортить всю терапию. Второй вопрос, который волнует осознанных посетителей – как себя чувствуют животные? Сразу скажу, здесь все устроено с огромным уважением к личному пространству. Никакого круглосуточного тискания против воли. Некоторым обитателям, например, крупным чешуйчатым черепахам, прямого доступа для тактильного контакта вообще нет. Ими можно только любоваться со стороны. У большинства животных, включая местных котиков, есть официальный тихий час. В это время их строго запрещено беспокоить. Они уходят в свои закрытые зоны или просто спят, а сотрудники за этим следят. Да и вообще, морские свинки и кролики полностью игнорируют посетителей, пока те не принесут им корм. Так что за этическую сторону вопроса можно не переживать. Животные здесь не замучены. Они тут полноценные хозяева. Совет для тех, кто планирует визит. Не стесняйтесь обращаться к персоналу. Некоторые сотрудники зоопарка отлично говорят по-русски и с огромным удовольствием рассказывают удивительные истории о своих подопечных. Без ведома работника заходить в личные покои к некоторым животным нельзя, но если попросить, вам откроют много интересного. Например, в самом темном уединенном углу живут летучие собаки. Самостоятельно к ним подходить нельзя, но сотрудник может аккуратно пройти в их зону и сделать для вас фото поближе. А еще благодаря персоналу мы познакомились с местной суперзвездой, вот этим резвым хорьком. Нам разрешили ненадолго с ним сфотографироваться, но парень оказался с характером. Мгновенно выскользнул из рук и побежал по своим важным хорьковым делам. Кстати, сотрудники рассказали, что он уже в довольно преклонном возрасте для своего вида, но, как видите, держится абсолютным молодцом и дает жару на своей беговой дорожке. Давайте пройдемся по остальным обитателям, которые гарантированно вытащат вас из рутины. Индюк. Это не просто птица, это настоящий босс. Он чувствует себя здесь главным директором, проверяет каждого входящего, контролирует обстановку и может запросто попытаться прихватить вас за штанину, если вы проявите недостаточно уважения к его персоне. Козлы. Эти ребята вообще ни на что не жалуются. Уровень их адаптации к сытой жизни 100 из 10.
Они готовы обниматься, позировать для селфи и утыкаться в вас теплыми носами. Но помните, козлы прагматики. Они любят не вас, они любят коробочку с едой. Как только корм заканчивается, вы теряете статус друга. Экзотическая зона. Для любителей рептилий и насекомых тут свой рай. Можно встретить вот такого роскошного мини-дракона, бородатую агаму, которая невозмутимо греется под лампой. Поражает воображение цвет и вид родственника питона – кукурузная змея. А для самых смелых сотрудники могут предложить тактильный интерактив – подержать в руке огромного мадагаскарского шипящего таракана. Поверьте, положительные эмоции и подъем окситоцина – это мгновенно обнуляет любой накопившийся негатив. Пернатый и улей. Да, настоящий восторг вызывают милейшие голубые ожереловые попугаи Крамера, которые готовы подлететь к вам вплотную. Но самое залипательное место, у которого можно застрять на полчаса, это настоящий пчелиный улей за прозрачным стеклом. Слева выведена специальная трубка, через которую пчелы вылетают на улицу, собирают нектар по каунасу и возвращаются обратно в этот прозрачный домик. Наблюдать за этим макромиром в полной безопасности – это чистая медитация. Теперь расскажу о стоимости посещения. Оплатить визит можно на месте или заранее на официальном сайте зоопарка zoopark.lt. Он работает на 3 языках – литовском, английском и украинском. Как вы видите, в будние дни стандартный билет для одного взрослого обойдется 8 евро, а в выходные, праздники или в дни детских каникул цена поднимается до 11 евро. Есть номинальный неограниченный годовой абонемент за 50 евро. Отличный вариант для тех, кто решит заземляться тут регулярно. Пространство открыто с 10 утра до 8 вечера. Но учтите важный нюанс. Со своим кормом приходить сюда запрещено, чтобы не навредить животным. Для поддержки зоопарка на кассе продаются специальные символические стаканчики с правильным лакомством. Всего за 2 евро. И вот тут кроется главная финансовая ловушка. Без кормления в контактном зоопарке делать абсолютно нечего. Самые приятные терапевтические моменты – это кормление волнистых попугайчиков, морских свинок и кроликов. Когда эти пушистые и пернатые комочки с удовольствием едят прямо с вашей ладошки и дают себя погладить, это чистый дофамин. Эмоции настолько сильные, что вы будете гарантированно возвращаться на кассу за новым стаканчиком снова и снова. Будьте к этому готовы финансово. Закладывайте на корм еще как минимум столько же, сколько стоит сам билет. Так ради чего взрослому человеку стоит провести здесь час-другой? Что вы получите, кроме галереи в телефоне? Первое. Тактильное заземление. В мире, где мы целый день трогаем только пластик клавиатуры и стекло смартфона, погладить шелковистую шерсть, ощутить теплое дыхание животного на ладони – это мощный возврат к реальности. Просто быть здесь и сейчас и наслаждаться моментом. Второе. Эмоциональный интерактив. Это не классический музей. Наглый индюк, шустрый хорек-пенсионер или попугай перед самой камерой вызывают абсолютно искренние детские эмоции. Третье. Легальное снятие масок. Взрослая жизнь в Литве заставляет вас постоянно быть серьезными. А здесь вам официально разрешено радоваться прыгающему козлику или удивляться огромному таракану.
ненадолго позволить проявиться своему внутреннему ребенку. Итак, каков итог? Эксперимент считаю успешным. Если вы чувствуете, что батарейка на нуле, не стесняйтесь, приходите в Мегу, берите стаканчик с кормом, и лучше не один, и заземляйтесь. Это работает. Напишите в комментариях о ваших впечатлениях от посещения контактного зоопарка. Сколько стаканчиков с кормом вы обычно скармливаете милым пушистым мордочкам в таких местах? Подписывайтесь, ловите яркие моменты каждый день и до встречи в новых видео. Carpe diem!